Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле. И сегодня побываем на горе Сион, в комнате Тайной Вечери. Или Синакль, так она еще называется. В переводе с французского «сообщество, кружок». В свою очередь, во французский язык это слово пришло из латыни «сена» – трапеза, обед. Тайная вечерь или пасхальный седр – это трапеза во время иудейской Пасхи, праздника свободы, праздника выхода народа Израиля из Египта. Вот что написано в Евангелии от Марка. В первый день опресноков, когда закололи пасхального агнца, ученики его говорят ему: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». Во время Тайной вечери Христос предрек ученикам на то, что один из вас предаст Меня. Во время Тайной вечери Христос предрек Симону Петру о том, что петух не прокукарекает, а ты трижды от Меня отречешься. Во время Тайной вечери Христос установил таинство Евхаристии. Вот что написано в Евангелии от Марка. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите и едите, сей есть тело Мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сей есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Во время Тайной вечери Христос оставил ученикам новую заповедь. «Новую заповедь даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Ибо так узнают, что вы ученики Мои, если будете иметь любовь между собою». Да любите друг друга. В Ветхом Завете говорится о любви к ближнему. «Возлюби ближнего своего». А кто такой ближний? Кого мы называем ближним? Родственника, друга, соседа, единоверца? Христос пошел дальше. Он начал говорить о любви друг к другу. Посмотрите, какая разница между Ветхим и Новым. Если в Ветхом Завете еще во время Нагорной проповеди Христос говорил древнее правило. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: люби врага твоего, благословляй проклинающего тебя. Новое отношение к человеку, к его месту в этом мире. Суть христианской любви раскрыл апостол Павел в послании к Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Здесь произошло еще одно событие на праздник Пятидесятницы – схождение Святого Духа на учеников Христа. Пятидесятница празднуется на 50-й день после иудейской Пасхи. Это праздник дарования закона, праздник дарования Торы на горе Синай. На этот праздник стекались тысячи паломников из разных мест, селений, городов, тысячи иудейских паломников. И ученики были здесь. Они были здесь, на этом месте, в комнате Тайной вечери. И Дух Святый снизошел на них. Вот что написано в Деяниях апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
Случившееся привлекло множество народу, которые были в это время в Иерусалиме. Они были потрясены тем, что апостолы заговорили на разных языках. Тогда же Петр обратился со своей первой проповедью. Она была настолько проникновенна и глубока, что 3000 человек крестились в этот же день. Так Духом Святым была создана Церковь Христова. Здесь, на этом месте, но не в этой комнате. В первой половине IV века на месте описываемых событий была построена небольшая церковь в честь апостолов. А в конце IV века при иерусалимском епископе Иоанне II к ней была пристроена базилика. Новая большая базилика была названа Агия Сион, Святой Сион. На знаменитой мозаичной карте Святой Земли VI века из иорданского города Мадаба эти две церкви хорошо просматриваются. Базилика была разрушена во время персидского нашествия 614 года. Тогда персы овладели Иерусалимом, вырезали значительную часть населения, сожгли 300 храмов и монастырей. Церковь на горе Сион была восстановлена усилиями настоятеля монастыря Феодосия Великого Модестом. Он был блюстителем святых мест, места плененного патриарха. В XII веке крестоносцы возвели на этом месте храм, получивший название Святой Марии на горе Сион. Он простоял недолго и был разрушен уже в 1213 году правителем Дамаска Аль-Муазамом. 600 лет назад, в XIV веке, Роберт Анжуйский, король неаполитанский, приобрел участок с развалинами церкви и передал францисканцам, которые восстановили комнату. Вот в этой комнате XIV века мы с вами сейчас и находимся. Спустя 200 лет францисканцы были вытеснены отсюда турками. Новые правители передали семье Даджани эту комнату во владение, которые использовали ее как мечеть Наби Дауд, посвященную царю Давиду, ибо мусульмане почитают царя Давида как одного из пророков. С этого времени сохранился михраб, направление молитвы на Мекку и Медину, и надписи на стенах, цитаты из Корана, посвященные царю Давиду. А на первом этаже находится символическая гробница царя Давида. О разрушенном византийском храме напоминает несколько колонн, использованных францисканцами при ремонте комнаты, и сохранившийся первый этаж. От средневекового здания сохранилась небольшая колонна с изящной капителью, с изображением двух птенцов пеликана, питающихся плотью и кровью своей матери. Это символ жертвенности Христа, пролившего свою кровь для спасения человечества. Сегодня комната не принадлежит ни христианам, ни мусульманам, а находится в ведении Израильского министерства внутренних дел. На этом можно было бы и закончить, но я хочу вам рассказать еще об одном месте. Недалеко от комнаты археологи нашли одно строение. Первоначально это была миква, бассейн для ритуального очищения в воде по еврейским законам. А в дальнейшем ее использовали как часовню. Мнения ученых расходятся. Одни считают, что это был монашеский скит византийского периода, ибо в этот период было множество келий монахов-отшельников на горе Сион. Другие относят ее к первой церкви Иерусалима, I века от Рождества Христова. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
Этим вы поддерживаете меня и вдохновляете на новые фильмы. Конечно же, пишите комментарии. Храни нас всех Господь!